Всем привет, большое спасибо, что подключились сегодня. У нас прям необычная тема. Мы решили сегодня обсудить, возможен ли молниеносный карьерный рост от джуниора до сеньора в IT. Вот в прошлой пятнице мы говорили о незавидной судьбе джуниоров, которые никому не нужны, которые и стажером сложно стать, а джуниором тем более сложно. Но вот тут вот мы решили какой-то поискать рецепт. Может, все-таки существует какой-то быстрый буст, можно быстренько как-то проскочить вот эту вот незавидную ступеньку и стать, и попасть в рай, в айтишный рай с деньгами, с машинами, яхтами и так далее. И мы собрали, ну, всех сегодня максимально полный комплект экспертов, они все подписаны, у нас все указаны будут в эксперты в подписи к этому видео, поэтому не буду тратить время на представление. И давайте сразу начнем с вопроса и сразу с дискуссии начнем. И давайте так, можно ли сегодня действительно стать сеньором за полгода? Или медлом, давайте так не будем замахиваться, что совсем сеньором. Или это не более чем маркетинговый ход, IT-школы, курсов, это действительно обещают, что прям все, вот полгода, и ты уже прям, и ты на пике, на вершине карьерного успеха в IT. Кто готов, давайте начинать. Так, ну, Александр, давайте я возьму слово. Да. Я скажу личное мнение, на мой взгляд, это невозможно. То есть, если вот вы только-только начали путь в IT, за полгода вы сеньором точно не станете, потому что у нас знания в IT устаревают примерно через полгода как раз. И чтобы действительно стать классным айтишником, вам надо прям этим жить, ну, то есть прям этим болеть. И, как правило, там на мой взгляд, лично, да, там вот минимум года 2. Хотя у меня в практике, я беседовал с 19-летним парнем, который, по моей оценке, был прям чуть ли не под сеньора, то есть middle plus. Но он как бы увлекался программированием и жил этим с 15 лет. Поэтому вот мое личное мнение, что за полгода сеньором точно не стать. Но медлом-то можно стать, до медла-то можно доползти. Тут же смысл в чем? Есть плохая ступенька вот этого стажера и джуна. Вот джунов вообще, а Мгм. джуны это сейчас как вообще, как никому не нужный второй сорт. Вот как Ну, его перескочить? Быстренько в медлы, так раз и все. смотрите, И можно? смотрите. В общем, есть, я называю таких людей прото-джун, то есть еще не сформировавшийся джун. Вот. И здесь принципиальный момент– это опыт. То есть IT-курсы– это может быть хорошим стартом, но работодатели не рассматривают, по моей практике, очень слабо и мало рассматривают таких людей. Почему? Потому что не знают просто базовые основы, вот на уровне алфавита, то есть на уровне просто как кодировать текст. И почему у нас вообще такой дисбаланс на рынке? То есть вроде кажется, да, айтишники всем нужны, айтишники всем важны, но при этом как бы людям крайне тяжело найти работу. Потому что, как правило, медлы– это люди, которые могут уже самостоятельно работать и решать задачи. Компания инвестирует в них не так много. У джуна надо много инвестировать, прям очень много. И если мы посмотрим на малый бизнес, у малого бизнеса такая экспертиза не всегда есть. Иногда им нужен уже готовый сформированный специалист. А у крупных компаний там действительно очень много ступеней отбора. Поэтому для того, чтобы стать вам медлом, вам необходим опыт. Опыт работы реальными кейсами. Я здесь советую вот тем ребятам, которые ко мне приходят в университет, я просто параллельно еще преподаю в университете, и я им советую написать свою библиотеку. Вот если вы сможете написать свою библиотеку на GitHub, которая вам там получит 1000 звезд, ну или хотя бы там, не знаю, звезд 200-300, вот это прям будет классно, вот это прям будет достижение. Но чтобы это сделать, нужно столько всего перелопатить, э, что ого-го. Поэтому мой ответ такой: пишите классные библиотеки на GitHub, собирайте звезды, и есть реальная вероятность, что вы сможете вот таким вот образом преодолеть вот эту вот огромную яму. Понятно, спасибо большое. Этот совет был не для всех. Дарья, у вас есть ли совет для всех? Как быстренько, ну, может, какой-то есть Ну, вообще, массовый смотрите, способ. да, рекрутеры, вот, ну, есть такие какие-то общие профайлы усредненные, сильно усредненные, да, а кто такой middle, кто такой senior, кто такой lead. И если вы посмотрите описание требований к вакансиям медлов, то там обычно указано 3 плюс промышленного опыта. Ну, промышленный в смысле, что на рабочих проектах, full time, да, с решением реальных боевых задач.
бизнесовых задач. Поэтому, конечно, там, за полгода, наверняка там могут быть какие-то там гении, которые по уровню экспертизы там как-то в себя это запихнут вот эти 3 года, да. Как-то верится мало, вряд ли там человек курсы и плюс там полгода может претендовать в серьезных проектах на позицию, которая будет вот прям такая, прям middle, да. И потом еще, конечно, сильно зависит от самого проекта, от компании, да, потому что мы видим, как, например, люди перетекают из там, одной индустрии в другую, либо между компаниями, и вот это грейды, да, вот это как раз junior, middle, senior, мы понимаем, что это очень, очень такая кастомная история. Ты можешь быть сеньором в одной компании и еле-еле там быть какой-то такой, знаете, такая есть термин такой перемидл, не до джун. Вот такие вот быть переджун, не до мидл, быть в другой. Вот, поэтому тут зависит от конкретного проекта, от конкретной компании, но, тем не менее, вот какие-то усредненные цифры показывают, что ожидается, что под медлом подразумевается 3 там, плюс опыта реального уже. А не так, что это какие-то там пэт-проекты или там что-то ты там написал, какую-то одну там функциональность, какую-то библиотеку, выложил ее там, в open source, да, кто-то там это использует. Вот все-таки есть какие-то стандарты вот по индустрии. И они не про полгода вообще. Понятно, хорошо. То есть, кто считает, у кого есть рецепт на полгода? коллеги, у кого-то же должен быть, как обмануть? Можно тоже вставлю свои комментарии. То есть согласен здесь в данном случае с Дарьей, то, что сеньор сеньору рознь, и это зависит от уровня компании и действительно навыков. То есть есть усредненные показатели, но сейчас название сеньор – это как некая маска используется разработчиками, потому что стыдно стартовать с джуна, и себя всячески стараются назвать мидлом, а еще лучше сеньором, то есть различные достижения при этом приписывая. Вот. Но при этом я хочу отметить, что профессиональный рост разработчикам в любом случае начинается с джуна, как бы мы этого не хотели. И чем лучше мы их подготовим, тем быстрее они сами станут самостоятельными специалистами. И я считаю, что главное в работе с джунами – это терпение. То есть обязательно должен быть какой-то наставник, который их сопровождает. То есть не может человек просто пройти курсы и стартануть сразу же работу. Да, есть какие-то пэт-проекты, которые он делает самостоятельно, но когда он приходит на реальный проект, должен быть наставник более опытный, который будет его сопровождать. И многие компании сейчас пренебрегают этим. То есть все хотят получать сеньоров, которые тут же стартанут проект. Вот. Но если подходить с точки зрения разработки проектов по принципу бережливого производства, то на самом деле можно спокойно применять и джунов, и мидлов. Главное правильно ими руководить, давать наставления для того, чтобы они росли. И в заключение хотелось бы сказать, что у любого разработчика должна быть дорожная карта роста, развития его профессионального этой деятельности. И если человек сразу стартует с сеньора, пусть такого не до сеньора, то получается у него отсутствует дальнейшая карта роста, то есть как будет его развитие протекать, то есть он будет как бы в концепции сеньора просто прокачиваться и то есть как мы его будем называть. И я считаю, что даже чисто психологически у разработчика должна быть вот эти ступени роста, когда он понимает, что он перетекает из одной стадии, из одного уровня в другой. Поэтому мое мнение, что можно работать с джунами, можно проводить стажировки, но обязательно должны быть наставники, которые в проекте будут Сергей, проблема в том, что джунов никто не хочет. Вы говорите, можно работать с джунами, но вот давайте, кто из присутствующих хочет работать с джунами? Вот, Сергей, вы хотите с джунами работать? Вот вам надо это? Вот вы как технический директор, вам приведут сейчас HR 10 джунов. Вам это надо? Я уверен, вы выпрыгнете в окно. Конечно же, нет. Конечно же, мы также метимся на то, чтобы работать с более опытными специалистами, но помимо уровня разработчиков есть же еще другие составляющие, бюджеты на разработку, там какие-то экспериментальные проекты, куда можно привлекать не обязательно сеньоров. И вот за мой большой опыт, более 15-летний, я множество стажировок провел и действительно выучил специалистов вот прям с нуля до опытных мидлов и сеньоров. Поэтому я здесь абсолютно уверенно могу говорить, что джун может быстро вырасти, главное, чтобы его правильно направляли. Спасибо большое. Я еще добавлю.
Да, секунду, сейчас я... Максим, давайте вы, я потом вернусь, да. Я всех вижу. Смотрите, если отвечать формально на вопрос, сеньор за полгода, то в целом можно ответить да, реально, прям можете так и записать. Максим сказал, Спасибо что большое. реально. Вот. Но это больше я бы отнес к области каких-то хаков, там, скама, лишь бы устроиться. Мы там знаем вот эти вот истории, где там с чат GPT устроился, и даже проработал какое-то время и получал зарплату сеньорную. Ну, в таком виде, да, ты будешь работать, у тебя будет бейджик сеньор, и в целом как бы с тобой не поспоришь. Но если говорить про какую-то реальную работу, да, про какое-то то, что вот на самом деле, то, ну, да, я бы сказал, что это, конечно, миф или даже, может быть, в какой-то степени вранье, может быть, даже опасно, чтобы кого-то как бы слишком уж обнадежить, потому что, ну, кто-то из предыдущих спикеров говорил, что опыт там от 3 лет, мне кажется, в моем каком-то мире, в моем опыте, я бы сказал, что в среднем там сеньорами становится лет за 5, если так вот уж по-хорошему. Вот, поэтому я думаю, что это нереально, если говорить про реальную работу. Но вы говорили, что джунов никто не хочет. Это все очень тоже зависит, я думаю, от компании, от проекта, потому что нет такого, что джунов не хотят или сеньоров только хотят. Хотят работающую, как бы, эффективную, сбалансированную команду. Если команда очень маленькая, то, скорее всего, должен тащить сеньор и опытные ребята. Если команда большая, то она должна быть сбалансированная. Там 10 сеньоров будут толкаться локтями, и, скорее всего, вам нужна более сбалансированная команда с задачами сложными, средними, более простыми, чтобы у всех была возможность роста и так далее. Так что джунам просто, ну, да, приходится искать компании, где такие более большие команды. Спасибо большое. Александр Гузенко хотел высказаться. Да, было время, когда можно было реально с нуля до джуна запрыгнуть и прямо трудоустроиться за 3 месяца. Это вот моя история, но это было давно, это 2016 был год, и ключевое, что мне помогло, это уровень мотивации и как-то грамотно построенная roadmap, по которому я шел. Я действительно прям днями, ночами занимался программированием, там не спал, не ел, все выходные этим занимался, то есть прям жил программированием и запрыгнул на работу спустя 3 месяца. И это было здорово. Сейчас, я думаю, вряд ли можно повторить такой успех, потому что поменялось вообще все. Но основополагающий принцип, как расти, он примерно остался такой же. Нужно, во-первых, обладать огромной мотивацией, причем не просто хотеть денег заработать, а прям любить программирование. А когда ты любишь программирование, ты прям по-другому работаешь и развиваешься. Ну и, естественно, это грамотно построенный план развития. Ты можешь годами на одном месте топтаться, несмотря на то, что любишь программирование, просто потому что тебе на работе дают однотипные задачи по перекраске кнопок, и ты все время занимаешься этим. Чтобы расти там, от джуна до медла, от медла до сеньора, нужно быть проактивным. Нужно брать на себя больше ответственности, запрыгивать туда, куда ты еще не готов запрыгнуть. То есть, например, я сейчас джун, но я готов уже попробовать быть медлом. Я прихожу к своему начальнику, говорю, давай ты мне нагрузку медла дашь за те же деньги, которые ты мне платишь, деньги джуна, и я попробую это вывозить. И то же самое с медлом и сеньором. Похожая история. Вот лично я от медла до сеньора именно так вырос, а потом уже от сеньора до тимлида. Я пришел к начальнику и говорю, хочу попробовать быть на грейд выше. Давай ты мне сейчас будешь давать нагрузку, как вот этому грейду выше. И посмотрим там пару месяцев этого темпа, и там уже проведем ретроспективу. И ты уже сам понимаешь, что тебе не хватает, какие знания тебе нужно подтянуть. Мне кажется, сейчас это один из самых эффективных способов просто брать на себя больше нагрузки проактивно. И это в хороших компаниях это видят. Спасибо. Анна, ваше мнение? Мое мнение, может ли вырасти за полгода? Да, это мы знаем, что точно может. Обмануть может и вырасти может, да. Да, здесь все-таки я солидарна вот с Дарьей и с Сергеем, которые до этого высказывались. Все-таки должен быть выстроен ряд процессов в компании, такие же, как мы говорили, адаптация, карта знаний, обучение, наставничество. И тогда
я бы все-таки расширила период до 9 месяцев, до года, возможно, прибавив сюда вот один из тот навыков, который предыдущий спикер говорил про активность. Да, нужно не забывать про все-таки адаптацию. Вот мне кажется, мы как-то мало про нее вообще в HR говорим, потому что у нас минимальный срок адаптации год. То есть вот даже основываясь на этом, уже можно сказать, что за полгода, ну, наверное, это супер какие-то уникальные ребята могут вырасти, которые жадные до знаний. А все-таки джуниор, тут нужно посмотреть, о каком возрасте мы говорим, и, возможно, сюда еще накладывается и теория поколений. То есть не все, например, сейчас ребята готовы брать нагрузку такую, как у медла. Вот то, о чем говорил предыдущий спикер, я очень хорошо понимаю. Вот я сама работала в большой четверке, и у нас там как была выстроена система мотивации. Хочешь вырасти на грейд выше, заяви об этом, возьми нагрузку, поработай так год, потом тебе выставят оценку, и если ты соответствовал вот уровню на грейд выше, тебе дадут этот грейд. Вот, по крайней мере, это было прописано, были такие договоренности, и мы были готовы. А сейчас такое поколение, которое, на мой взгляд, не всегда готовы вот брать эту дополнительную нагрузку, а еще есть компании, которые не всегда соблюдают свои договоренности. Поэтому все-таки, я считаю, полгода, ну, честно, я вот с IT тоже работала, я не видела таких историй. Вот. Ну, может быть, одна была вот в банке открытия, в котором я 5 лет проработала. Но это, наверное, какие-то уникальные кейсы все-таки, на мой взгляд. Спасибо большое, Иван. Вы Да, я что-то хотел бы добавьте. дополнить немного коллег, потому что технические навыки, промышленный опыт, это все, безусловно, нужно, но для того, чтобы стать действительно сеньором, нужны еще и личностные качества определенные, без которых, но, к сожалению, многие так и остаются на уровне мидла. Я думаю, что мы еще до них дойдем сегодня и обсудим, но вот я, например, не знаю таких курсов, которые ты прошел, и через полгода вот ты научился принимать решения самостоятельно, что немаловажно, научился нести за них ответственность. За полгода ты не научишься разговаривать с заказчиками, переводить их язык на язык техники для того, чтобы донести до команды идеи. Вот. Более того, сеньор, он находится в постоянном стрессе. Сейчас все очень быстро меняется, требования, проекты, все. Ты не научишься за полгода не раздражаться и уверенно себя чувствовать вот в таком вот потоке событий. Поэтому тут некоторые, кстати, так и не могут, например, в некоторых моментах через себя переступить и двигаться дальше. Вот. Я знаю, что сейчас многие прибегают к услугам специалистов определенных, ну, я говорю про психологов, да, этого не надо стесняться, это нормально. У меня такого, конечно, кейса не было, но я знаю, что коллеги мои обращаются, и это прям дает им хороший буст. Вот. Вот, кстати, нормальный комментарий пришел, я извиняюсь, я его зачитаю. По сути, сейчас из-за наплыва людей начинают требования к джунам поднимать до уровня медла, чтобы отсеять. Если 20 лет назад, чтобы стать программистом, нужно было знать только основу программирования. Сейчас на самом деле предъявляются фактически требования как к медлам для начинающих. И получается, что сеньоры из джуна делают только опыт и количество шишек, которые он собрал на своем пути. Но фактически мы видим, что рынок перестроился, и чтобы в IT не набегала куча левого народа, стали требования завышены сейчас стали. И сейчас требуют каких-то эксклюзивных идей. И вот тот же Виталий Крымов, я его выведу на экран, вот он же говорит, давайте там напишите звезды, набейте. Если ты, вот я переведу то, что Виталий говорил на человеческий язык, он говорит, что если ты прям гений, если ты Билл Гейтс, ты, конечно же, найдешь свою нишу в айтишке. Конечно, тебя когда-нибудь возьмут на работу. Вот. Но не все же такие. Как людям вот преодолеть вот эту вот завышенную планку, которую сейчас рынок выставил? Виталий. Да, ну, смотрите, во-первых, мы сейчас в пилоте запустили проект,
который действительно помогает это сделать. Мы сейчас смотрим, как на него реагируют работодатели. Я сейчас не готов озвучивать, в чем суть этого проекта. Скажу, что у нас есть первые джуны, которые в него попали, и мы смотрим, есть ли какая-то взаимосвязь между тем, как рекрутеры относятся к джунам, как работодатели относятся к джунам, и что важно для работодателей. Например, один из барьеров, почему работодатели не хотят брать джунов, это страх, что в них нужно слишком много инвестировать. То есть они вот просто будут за счет компании учиться, ну, как бы на своих ошибках. Вот, я здесь на самом деле, кстати, вот с Дарьей не до конца соглашусь. На мой взгляд, ну, вы, наверное, все коллеги знаете, да, что уже начинают появляться курсы о том, как составить свое резюме, вот, как обмануть рекрутеров, и поэтому вот это то, что там плюс 3 года опыта работы, но сейчас уже тоже не имеет особого значения. Я понимаю коллег-рекрутеров, которые получают там по 100, по 150, по 200 откликов, их как-то надо разбирать. И в этой ситуации максимум, сколько на него можно тратить, только 10 секунд, и поэтому люди вынуждены как-то играть в эту игру. Но это плохая проблема рынка. У банка ВТБ в свое время, не знаю, как сейчас, но когда я в свое время общался с их вице-президентом, они говорили, что они вообще отказались от идеи. Может, сейчас это уже не актуально, но в то время, когда я с ними общался, что они... конкретно их IT-кластер, он уже смотрит на тестовые задания. Но тестовые задания – это тоже не совсем окей идея, потому что не у всех есть идея, ну, не у всех есть возможность и желание эти задания выполнять. Вот, поэтому, Александр, отвечая на вопрос, правильно я помню, да, вопрос был, как найти эту работу джуну. Правильно же я помню, да, вопрос? Да. Ну, мы вообще говорим о том, что завысились требования к джунам. Требования реально завысились. Да, И то есть сейчас от джуна требует мидла, но почему-то называют это джуном, и как бы и джуны подстраиваются, пытаются себя как-то мимикрировать под ну, сеньоров давайте уже. откровенно, пытаются себя продать, условно Да, говоря. да. Вот, я могу сказать здесь есть три стратегии. Первая стратегия не очень правильная, это стратегия пустить пыль в глаза, когда вы просто там накидываете опыт в резюме, там, да, оформляете и получаете потом на выходе, что получаете. Вот. Второй вариант – это идти по нестандартным каналам, нестандартным путям. Ну, например, в свое время я получил приглашение о работе в Яндекс, просто дав обратную связь коллегам, которые мне позвонили, узнать фидбэк. И этот фидбэк был настолько подробный, развернутый, что они сказали: Виталий, приходите к нам работать. Я, конечно, туда не пошел, вот, но я просто показываю пример, да, нестандартных путей поиска работы. Вы можете проявить инициативу, вы можете сходить на какую-нибудь конференцию, познакомиться с реальными работодателями. Еще интересный кейс – это использовать ментора, который вот в той компании, где вы работаете, и с ним устанавливать доверительные отношения. Это тоже один из, кстати, вариантов, как можно, ну, получить оффер, потому что люди вас начнут знать. Вот, но вот эта вот стандартная классическая практика, поиск стажировок через резюме, ну, работать все менее эффективнее, потому что все больше это превращается в конкурс лучше написать резюме и лучше себя продать. Вот. Хотя, может быть, мои коллеги здесь не согласятся со мной, поэтому повторюсь, как бы это пока мое личное мнение. Вот. И еще, наверное, хочу отметить последний момент. Это... Надо понимать, да, что дисбаланс на рынке труда возник еще в том числе из того, что в свое время, там, в 2022-2021 году, когда государство принимало меры поддержки IT-отрасли, оно сказало: давайте мы будем финансировать IT-курсы. И вот тогда возник массовый, собственно говоря, да, наплыв джунов, но механизма их адаптации, механизма их трудоустройства на рынке не существовало. И это-то и привело к переизбытку джунов и недостатку мидлов, из-за чего мы сейчас, в принципе, весь рынок страдает и пытается понять, что с этим делать. Вот. Поэтому, отвечая, Александр, на вопрос, нужно использовать нестандартные каналы и, как правило, уже более личного общения. Добавиться в чатик мейнтейнеров какой-нибудь системы, пообщаться в сообществе разработчиков. Ну, то есть заявлять о себе именно как часть сообщества. Мне кажется, что вот сейчас для джунов вот это будет больше работать, чем поиск, классический поиск, потому что их, скорее всего, отсеет HR. Спасибо большое. Олеся, не отсиживайтесь. Да, к вам вопрос. А вот как вы считаете, вот вы как системный аналитик, как уже сеньор, доросший до этого, так сказать, уровня, как вы считаете, можно ли перепрыгнуть быстренько, обозвать себя сеньором где-нибудь в резюме и прийти спокойно работать? Сработает ли такая тактика обмана в резюме? Как вы считаете?
Но я считаю, что так не получится сделать, поскольку это очень быстро выяснится, что это был обман, и человек просто не пройдет испытательный срок. Я на своем месте рабочем в компании электронной офисной системы лично участвовала в принятии на работу сотрудников, проводила собеседование, и, соответственно, далее мы уже с ними выступала в роли ментора. Вот, прокачали 8 сотрудников, кого-то до мидла, кого-то до сеньора. Вот, сотрудники очень много лет работали в компании. Но изначально сказать то, что я сеньор и прийти в компанию, так сделать, конечно, не получится, потому что это быстро выяснится, что это обман. Вообще могу сказать, для того, чтобы прокачать какой-то скилл хорошо, например, навык там, написания кода тот же самый, есть такое мнение, которое основано на законах психологии, что для этого требуется не менее 10 тысяч часов. Вот, соответственно, для того, чтобы стать сеньором, нужно проработать 10 тысяч часов. А сколько человек будет этим заниматься, это уже вопрос. То есть если он будет, допустим, 2 смены, условно говоря, без выходных там работать, то это, например, получится быстрее прокачаться у него. Если он будет там стандартный 8-часовой день работать, то это будет чуть медленнее. В принципе, до сеньора, как я считаю, можно прокачаться там лет за 5, если работать там без выходных или на 2 работах. А так для этого требуется лет, наверное, 8 или 10. Олеся, а вы не встречали в своей практике людей, которые быстрее прокачивались? Вот нельзя, нельзя ли стать сеньором системным аналитиком за год, например? Через какие-то другие каналы. Не знаю, не прокачаться, попробуем взломать эту систему, я не знаю. Через что можно стать сеньором еще? Я считаю, что можно только через прокачку скиллов. Соответственно, это просто нужно брать какие-то дополнительные проекты себе. То есть вдобавок к основной работе можно брать какие-то дополнительные проекты, пэт-проекты, вторую работу, какую-то подработку, возможно, на выходных. То есть просто чтобы увидеть больше, скажем так, различных возможностей, различных систем, которые по-разному реализованы. То есть только таким образом прокачка скиллов, она может проходить также через обучение на каких-то дополнительных курсах, допустим. Это тоже помогает прокачаться побыстрее и помогает прокачаться также побыстрее наставничество. То есть если ты берешь в работу, если ты, допустим, middle, и ты берешь в работу сотрудника, у которого ты выступаешь ментором, допустим, сотрудник новый пришел на работу, джун, и ты его прокачиваешь, и в это время и сам тоже свои скиллы улучшаешь. Спасибо большое, Олеся. Еще вернемся к вам, не скучайте. И еще один человек, кто у нас заскучал, Михаил. Михаил, что это такое? Не отсиживайтесь, давайте вперед. Вы так активно за кадром были у нас, активно все рассказывали про то, что сеньоры уже никому не нужны, и джуны никому не нужны. Скажите свое мнение, что вы считаете, есть ли вот этот лайфхак какой-нибудь для джунов Я, сейчас можно, с вашего позволения, немножечко джина из бутылки выпущу? Да, Я нужно. все-таки сейчас в первую очередь позиционирую как ведущего эксперта по генеративному искусственному интеллекту, и компания «Мини-моя» занимается разработкой цифровых сотрудников. Я с этой перспективы немножко порассуждаю сейчас в контексте каких-то последних своих историй и последнего опыта. То есть я за кадром говорил, что мне сразу на мою сторис с рекламой нашего сегодняшнего ивента прилетела обратная связь, что подтвержденно точно можно стать, и научились мы это дело даже каким-то образом реплицировать, если пойти по пути тестировщика. И, в принципе, для меня это с точки зрения нескольких аспектов звучит логично, потому что, во-первых, чтобы быть хорошим тестировщиком, нужно сразу в разных слоях этого нашего процесса разработки программного обеспечения разобраться, потому что разработчик – это же не только про написание кода, особенно если мы говорим или сравниваем джуна с сеньором. Среднестатистический нормальный сеньор, он
дай бог, если 20% времени пишет код, оставшееся время он код читает, он код тестирует, и самое главное, он там занимается всякими там процедурами оформления, сопряжением модулей, архитектурными вопросами и поддержанием технической документации в надлежащем характере, в надлежащем порядке, иначе там техдолг, он просто проект в какой-то момент снежным комом накроет. И это чисто методологический вопрос, которому нужно и можно учиться с самого старта. Дальше, теперь вот если мы посмотрим со стороны нейронок, что они сейчас уже у нас умеют. То есть уже сейчас классные мультиагентные так называемые сборки, когда у тебя прям набор таких виртуальных ассистентов, один там у тебя продукт-менеджер, второй разработчик, третий тестировщик, и ты, в принципе, там пишешь такой конфигурации, сделай мне вот такую-то программу по таким-то техническим требованиям. Если это не что-то такое там сверхъестественное, причем на разных языках программирования, с этим нейронки вполне себе справляются. И это говорит нам о чем? Что, в принципе, если какой-то высоко мотивированный джуниор, он вот эту вот нейросеть как инструмент берет как такой универсальный наставник, и который еще там такая, как виртуальная компания, команда по разработке, которую можно как угодно разбирать, препарировать. И тут хорошо как раз вот такой тестировщика майндсет, потому что задача тестировщика не строить, задача тестировщика ломать. А чтобы качественно ломать, нужно понимать, учиться, из чего сделано. И поэтому вот майндсет тестировщика и правильное использование нейросетей, я думаю, даже быстрее можно добежать. Это во-первых. Во-вторых, вот недавно мы с коллегами, тут у нас был вебинар, недавно вышла, я думаю, знают все, O1, новая нейросеть от компании OpenAI, которая как раз там такой внутренний ризонинг, там с внутренней системой оценок, и вообще очень сильно внутренняя архитектура поменялась самой нейросети. Там не нужен больше промпт-инженеринг, ты ставишь ей задачу, она сумеет там во внутреннюю рефлексию и на выходе выдает результат. И эта нейросеть наконец-то стала хорошо уровня там чуть ли не PhD решать различные, в том числе математические задачи. С одной стороны, она значительно лучше стала писать код с другой стороны, а с третьей стороны мы ее взяли, подключили к такой среде разработки, которая называется Cursor. Это у нас VC-код на стероидах, который прям имеет встроенную экосистему, чтобы с помощью нейронок писать код. И попросили O1 пописать тесты на языке программирования Go. И я могу сказать, что вот мы там штук 10 экспериментов, наверное, провели, они достаточно еще не дешевые в такой конфигурации. Каждое обращение к O1, оно стоит, по-моему, то ли 40, то ли 60 центов. То есть там вот мы 10 экспериментов сделали, это сколько, 4 или 6 долларов получилось. И достаточно простую задачу по написанию тестов нейросеть, самая современная O1, решить не смогла, при том, что саму программу на Go, которая успешно работает, и просто нужно к ней написать тест, написала даже не O1, а ее предшественница, получается, ChatGPT 4o. Вот. И, соответственно, тут тоже такое хорошее подспорье для живых джунов, что нейросети хорошо умеют писать код, но не умеют его тестировать. Соответственно, можно в связке, что нейросеть, пиши-ка давай код под диктовку, выступай мне как ментор-наставник, объясняй мне, что ты и как пишешь, может быть, где-то меня можно вовлечь в разработку, как такой очень популярный подход, парное программирование называется. А дальше вот я сюда попишу тесты, потому что с тестами нейронка не справляется. И, в принципе, при достаточной мотивации, я считаю, можно очень быстро добежать. Ну и в заключение хочу сказать, что вот лично мы у себя ни сеньоров, ни медлов, никого угодно, которые не умеют правильно такие инструменты, как там GitHub Copilot или там тот же самый Cursor, там сейчас уже, наверное, такой довольно большой список инструментов появился по использованию нейросетей в разработке, мы этих замечательных людей в своих проектах даже не рассматриваем, потому что правильное применение инструментов искусственного интеллекта в процессе разработки, скорость этой самой разработки, качество увеличивает кратно, если это делать с головой. Поэтому тут еще нужно и текущим сеньорам, о чем, в принципе, вот уже выше было сказано, что там не все сеньоры одинаково полезны. Так вот, те сеньоры, которые не изучают подобные инструменты и не планируют, они, на мой взгляд, бесполезны вдвойне скоро будут.
У меня пока все. Спасибо, Михаил. Я к Ивану хотел обратиться. Иван, вы говорили, что тут хотите добавить про выросшие требования, но вот в связи с тем, что сказал Михаил, тут про выросшие требования как бы уже под другим углом можно посмотреть. Да, моя мысль будет коррелировать с тем, что сказал Михаил. Я хотел отметить тот факт, что, по моему мнению, в возросших требованиях виноват не рынок, не работодатель, который себе не хочет брать джуна, а хочет сеньора, а именно та скорость, с которой сейчас развиваются технологии. То есть железо становится доступней, технологии становятся доступнее, соответственно, у бизнеса растут аппетиты. Продукт, он уже перестает помещаться на один сервер, поэтому нам приходится уходить в облака, появляется вот эта распределенная история, и, соответственно, это уже сейчас де-факто стандарт. Если там 10 лет назад мы на собеседованиях никогда не спрашивали у джуна, как нам среди 3 инстансов найти конкретный, там, определить IP-адрес порт, да, то сейчас вот эти вот паттерны именно распределенных систем, они становятся де-факто стандартом. Никто не говорит о том, что они должны разбираться детально в каких-то моментах в Kubernetes или еще в чем-то, но об этом как минимум надо знать. То есть недостаточно уже просто знать Java. Нужно понимать, что решения сейчас, они не сами по себе, они в инфраструктуре находятся. И как эта инфраструктура работает, что в ней есть, об этом тоже нужно знать. Поэтому вот мне кажется, что в том числе и поэтому растут требования. Спасибо большое. Сергей, к вам вопрос. Да, есть что добавить. Есть 2 комментария к коллегам. То есть вот сегодня Александр сказал, что сейчас до полгода нельзя вырасти, а раньше было можно. Я вот здесь с этим тезисом не совсем согласен, потому что полгода – это немалый срок, и за это время можно многому научиться. Тем более сейчас нужно учитывать, какой бэкграунд у специалиста, там, в том числе софт-скиллы, потому что сейчас там молодые, более прогрессивные, более развитые, и в базе есть уже много знаний, потому что этому обучают в школе. То есть вот эти вот все навыки, они есть априори, когда человек стартует свою профессиональную деятельность. И, на мой взгляд, сейчас главная проблема – это не знание, а мотивация. То есть современное поколение, они более ленивые и не хотят разбираться. То есть мы, когда раньше, там, 15-20 лет стартовали программирование, нам просто было интересно, а сейчас все это не так интересно. Поэтому я считаю, что молодым специалистам, джунам, нужно бросать вызов, то есть чтобы у них горели глаза, и тогда разработчик может быстро продвигаться. Вот. И также хотелось прокомментировать Михаила относительно того, что он сказал, что программер — это не только написание кода, но и множество других аспектов, которые он делает. И действительно это так, то есть джун, он больше учится большую часть времени, а сеньор большую часть времени проектирует, предлагает архитектуру правильную. И здесь важно, чтобы сеньор быстро дошел до системы мышления должного уровня, потому что важно не количество написанного кода и нажатых кнопок, а именно то, насколько он быстро дошел до понимания правильной инфраструктуры программного кода для того, чтобы этим заниматься. А дальше уже идет, обрастает это все мясом, так скажем, и сеньор, он действительно прокачивается, становится уже таким более опытным, более зрелым разработчиком. Но система мышления у него уже сразу же на уровне сеньора. Поэтому, если есть амбиции и правильное окружение, то, я считаю, можно быстро дойти до позиции сеньора и не только программить, но и предлагать архитектуру в проекте, которым ты занимаешься. Спасибо большое. Анна, я так понимаю, Анна не согласна. Анна говорит, надо еще смотреть, где, кто обучает и какими методиками. А есть быстрые методики обучения? Там методика обучения сразу в сеньора. Там, или методика обучения с искусственным интеллектом, который тебя учит. Или вообще методика обучения только искусственным интеллектом. Я зацепилась за одну из фраз, с которой не согласна. Все, что остальное мой коллега говорил, я поддерживаю. Вот если, например, молодежь, а молодежь у нас 14 лет, если, например, помимо школы подростков и молодежь ходит сама или родители, например, направляют на какие-то дополнительные курсы, чемпионаты, конкурсы, то, конечно, у этих ребят навыков больше, они более подготовлены. Но то, что все приходят на проекты и на работу в компании уже с нужными навыками, я категорически не согласна. Как раз большую часть навыков многим и не хватает. Вот, кстати, один из основных навыков,
который актуален не только для джунов в IT, а вот в целом для нас с вами, для тех, кто руководителями планирует быть или является, это коммуникация. И она, как очень плохо у многих развита, в том числе и в сфере IT, и у джунов она нужна, ее нужно развивать. А многие считают, что я посижу, что-то поделаю, а коммуникация здесь речь о чем? Не только с кем-то поговорить, а умение задавать вопросы, умение, и об этом тоже сегодня говорили, понимать, а что хочет заказчик, уметь с ним говорить на одном языке, переписываться на одном языке. Поэтому все-таки нужно смотреть, вот какие, тоже об этом сегодня говорили, какие на конкретной должности навыки, они же могут быть навыки и компетенции прям прописаны к должности, но не у всех компаний. То есть смотреть, что конкретно в этой компании на этой должности необходимо, и что в целом в тренде сейчас, на что упор, то есть кто выиграет, и, кстати, быстрее будет расти вот от тех навыков, которые необходимы. Я сейчас быстро еще скажу, если брать прогнозы на 25-26 год, то вот один из навыков – это коммуникативность, коммуникация. Второй навык – это, он больше к лидерам относится, но тем не менее джуниору уже тоже нужно расти. Это умение управлять командами, особенно распределенными командами, то есть история с лидерством. И третье, возможно, кто-то сейчас удивится, это управление ресурсным состоянием. Сегодня, кстати, тоже про это один из моих коллег говорил, потому что вот молодежь сейчас так устроена, быстро стрессует, быстро выгорает, какая-то непонятная задачка, все, через 2 дня наш джуниор уже не работоспособен. Вот, на эти навыки нужно обращать внимание, но не соглашусь, что все априори уже вот с готовыми навыками приходят. Надо постоянно, обучение на протяжении всей жизни. Возможно, это оскомину набило lifelong learning, но это правда. И с такими темпами, как сейчас, надо постоянно развивать навыки, компетенции, вот, в том числе, которые я озвучила, о которых коллеги сегодня говорили, как та же проактивность. И тоже нужно учиться. Спасибо. Виталий, вопрос. Слушаем ваш вопрос. Да, коллеги, у меня есть к вам вопрос провокационный. Вот коллегам из Строй.РФ, из Outline, в общем, к практикующим коллегам. Вот скажите мне, пожалуйста, а по какой причине вы не берете джунов? То есть вот давайте поймем, что вообще является барьером в найме джуна. Вот лично в вашей практике. Дарья, давайте Я попробую, да. давайте Дарья четко скажет, она прямо вот знает. Смотрите, у нас аутсорсинговая компания, у нас очень все просто и понятно, у нас их не покупают, да. Вопрос дальше можно задать, почему не покупают, да? Потому что, опять же, для компаний, особенно для разработки enterprise уровня, да, то есть когда разрабатываются очень большие, серьезные, там большие системы, найм джунов, таких неопытных, так скажем, специалистов, очень, может быть опасной историей. То есть спектр задач, которые можно доверить начинающему специалисту, если мы говорим про автоматизацию какую-то прям вот такую большую, крупную, да, он сильно ограничен. Вот это то, что я могу сказать конкретно про финтех, про разработку банковского софта. Вот то, на чем мы специализируемся. Спасибо. Олеся говорит, что Да, секунду. Да, сейчас вернусь сейчас. Олеся говорит, покупают. Берут джунов просто пачками. У нас в компании есть такая практика, что хотят обучать специалистов именно с нуля, именно в нашей системе. И поэтому предпочитают брать на работу именно джунов, причем это обычно студенты, то есть 3-4 курс. И они приходят работать часто на полставки сначала, и их менторит более опытный специалист, а потом через год или 2, когда они заканчивают институт, то они уже переходят на работу к нам на полную ставку. И уже они обучены нашим системам и прокачаны у них скиллы, и, соответственно, в нашей компании это очень распространенный такой кейс, и очень много хороших результатов. Спасибо. Кто еще? Да.
Да, то есть я слышу как бы два ответа, два подхода. Подход первый, значит, это сложно, взрастить джунов мы не можем, потому что они похоронят систему, поэтому мы просто их не будем брать. Тогда как они из джунов станут медлами, да, вот провокационный вопрос. Второй вопрос кардинально другой, то, что мы заботимся и готовы инвестировать и взращивать джунами. Вот, коллеги, те, кто идут по второму подходу, я вот прям готов пойти на авантюру и добавить вас в этот пилот. Кто хочет, может мне потом после стрима написать. Мы можем с вами обговорить пилот, который у нас есть с джунами. Вот, заодно попробовать решить эту проблему. Я хотя бы вас послушаю. Вот. Ну, а по поводу первого кейса, да, это больше для таких крупных компаний характерно, но даже в крупных компаниях, наверное, есть какой-то участок и зону, который можно джунам выделить и попробовать на них учиться, потому что справедливый вопрос. Мидлы и сеньоры, они не рождаются из воздуха, они появляются из опыта. Мы с вами тоже говорили об этом. Отсюда вопрос. Ну, может быть, все-таки нам дать шанс джунам, чтобы они как-то начали развиваться, а то иначе тогда проблема никак на рынке не решится. Мы только о ней будем говорить с вами. Да, можно я Александр также Гузенко, прокомментирую? да. Да, давайте. Мне можно, да? Да. Просто нас упомянули, Строй.РФ, поэтому хочется тоже добавить комментарий. Мне вообще тема наставничества очень импонирует, я сегодня уже про это говорил, и я всячески в проектах всегда стараюсь подмешивать джунов. И, откровенно говоря, у нас сеньоры не очень охотно на эту тему реагируют, то есть больше приходится это, так скажем, менять, потому что здесь, получается, нужно тащить кого-то. Но я здесь вижу тоже определенную перспективу, потому что когда ты в проекте только сеньоров привлекаешь, они, получается, хватают все в свои руки и там такую целую революцию могут устраивать, то есть диктуют правила вообще, как у тебя все будет развиваться. А когда здесь есть еще некий хвост, который тащится, вот, то в любом случае возникают некоторые дискуссии, и таким образом проект двигается более органичным способом. Плюс ко всему у нас появляется возможность в проекте пополнять специалистов, то есть они так или иначе все равно вырастут. И здесь важно, конечно же, не допускать к каким-то важным областям кода джунов, чтобы они там не все сломали, а выдавать некоторые песочницы, в которых они будут экспериментально что-то делать, развиваться, сеньоры их будут сопровождать, и когда они будут готовы, переводить их сначала на позицию мидла и давать более сложные задачи, а потом люди, которые более амбициозные, у которых есть перспектива, уже доходят до сеньоров и становятся частью команды. И у нас в проекте это хорошо приживается. То есть есть люди, которые выросли и сейчас уже занимают более высокие позиции. Спасибо большое. Александр Гузенко, прошу вас. Все никак не могу до вас дойти. Да, и вообще я вижу эту картинку, я представляю как вот такую параболу сложности поиска работы джуном. Можно на 3 уровня разделить, на 3 такие тира. В первом тире находятся компании, у которых маленькие бюджеты и плохо налаженные процессы. Вот туда как раз джунов активно нанимают, во многом потому, что никто другой в такую компанию не пойдет. У меня у самого есть несколько знакомых джунов, которые смогли хоть какую-то работу найти только вот в таких компаниях. Это ужасные галеры, после которых недалеко до нервного срыва, но они как раз, у них вся бизнес-модель построена на том, что они буквально за миску риса нанимают разработчиков, и они им дают хоть какой-то результат. Проекты получаются, естественно, не очень хорошего качества, но они получаются. Это первый тир. Второй тир – это вот компании, в которых большую часть карьеры я работал. Это компании, где есть достаточно бюджета, чтобы нанимать хороших разработчиков в плане уровня грейда, это middle, senior и выше, но процессы, они гораздо лучше, но все равно не идеальные процессы. И вот эта неидеальность, она как раз является тем фактором, что в такие компании джунов не так часто берут, потому что взять к себе джуна и обучить, это нужен целый процесс, это нужно проработать это нужно какой-то опыт иметь, а это ресурсы, время и деньги, и такие компании, вот, например, в банковском секторе таких много компаний, им проще просто купить сразу мидла или сеньора и налаживать уже производственные процессы, связанные с бизнесом, а не тому, как учить джунов. Ну и третий тир – это такие компании мечты, где и бюджета достаточно, и процессы выстроены так, что они позволяют открывать направления, где есть джуны. То есть, да, у тебя есть достаточно бюджетов, чтобы нанять мидлов, сеньоров, но ты также берешь проекты и нанимаешь туда джунов в том числе, и их обучаешь. И у тебя есть на это ресурсы, в твоей компании есть экспертиза достаточная, чтобы это делать. И вот третий тир,
и первый тир, вот они активно нанимают джунов, но большинство компаний, как мне кажется, находится вот именно вот в серединке, а серединка джунов не особо нанимает. Спасибо большое. И очень хочу еще до Максима дойти. Максим тут уже обещал многократно, говорит, сейчас я ворвусь Я с просто резкими комментариями, но уже тут беседа уходит уже в другую сторону. просто я слышал такой, здесь был тейк, что страх нанимать джунов, да, типа вот они, значит, обучатся и уйдут, да, то есть я предлагаю просто вот давайте скажем себе по-честному сами себе, вот если компания боится, что джун вырастет и уйдет в другую компанию, то что это такое за компания, что с ней не так? Почему в ней не хотят работать люди? Она меньше платит рынка, что с ней не так, да, то есть это, мне кажется, вопрос, который стоит себе задать, это какой-то такой, знаете, комплекс неуверенности в компании. И кто так, я думаю, считает, это такая просто отмазка, чтобы эти проблемы не решать. Вот, если такой страх есть, у меня для таких компаний Не, я так понимаю, что компании не хотят новости. нанимать джунов, потому что им, во-первых, их нанимают за буханку хлеба, а потом они через 2-3 месяца уже эту буханку не хотят есть, им надо подавать там уже икру и там подноси уже там нормальную зарплату, и если там ее не поднесут, они пойдут смотреть в другую компанию или уйдут из другой компании. И фактически я вам сейчас скажу правду. Все вот, кто говорит о менторстве сейчас, вот они сейчас говорят, мы за менторство, мы за то, чтобы учить, они фактически разбазаривают деньги компании своей. То есть они тратят деньги, чтобы учить и отправлять людей на рынок. Правильно, Виталий? Я прав? Ну, как вам сказать, Александр? Я бы сказал, что скорее да, но всегда есть исключения. У кого есть, кто не считает, что кто не считает, что менторство это просто трата денег, это просто выкидывает деньги на рынок. Михаил, я думаю, что вы считаете так. Менторство. Во-первых, в эпоху искусственного интеллекта менторство живых людей – это немножечко даже абсурдно, потому что вот особенно если в эпоху У1, которая по уровню внутренних знаний – это практически твой личный PhD там, или кандидат наук, если на русский аналогию данного уровня знаний как-то проецировать. И вот у тебя есть личный кандидат наук, с которым ты можешь поговорить в любом домене знаний о чем угодно. Зачем живым людям вообще кого-то менторить? Вы сделайте процесс. Это, собственно, вот одно из направлений, которым мы у себя в компании активно занимаемся. Сделайте у себя методологический процесс. И причем он может быть абсолютно прозрачный, контролируемый, проверяемый и так далее, чтобы нейросеть в соответствии с вашими какими-то там внутренними регламентами, особенностями деятельности вашей компании, менторируя этих несчастных джунов, стажеров и так далее. Абсолютно прозрачный процесс. Нейронка никогда не спит, нейронка никогда не устает. Она стопудово умнее, чем большая часть, особенно русскоязычных сотрудников, которые особенно не работают там на каких-то супер должностях, каких-то, и про русскую науку давайте, это тема для отдельного разговора, а то меня сейчас тут запишут в инагенты, как бы не хотелось бы. В общем, это прям очень такой, получается, виртуальный умный товарищ, который может обучать вашим джунов. Все, что остается, это вот этот процесс наладить и потом его проверять. При том, что нейронка, она не устает, она может на любом уровне комплексности на любые глупые вопросы 24/7, 24 часа на 7, да, отвечать. Причем ты можешь один и тот же вопрос спросить, и как объясни мне там, как 5-летнему ребенку, или как там 11-класснику, или как уже вот этому пресловутому кандидату наук. Нейросеть это сделает. Поэтому в эпоху искусственного интеллекта чему угодно можно научиться 100% супер быстро, было бы желание. И самое главное, это можно сделать абсолютно прозрачно и контролируемо. Поэтому может быть такой некий мета-ментор в компании, который только вот за этим процессом он его наладит и будет следить. И можно бустануть очень круто и сам процесс подбора и обучения персонала, и самое главное, уровень производительности. И тут я бы подчеркнул то, что есть те компании, которые этого не сделают в ближайшее время, я бы сказал, на горизонте планирования от 1 до 3 лет, максимум до 5. Они просто, про них через 5 лет никто не вспомнит. Михаил, слушайте, вот эти педагоги, которые в вузах преподают, они же тоже никому не нужны. По большому счету у них узкий набор знаний.
Ну, по большому счету, кто они, сколько знают эти преподаватели в вузах, преподаватели Поэтому там этих курсов по сравнению с искусственным интеллектом. Получается, что это вузовское образование, вот это менторство, это все ерунда. ну, в общем, да. Всё, понятно. Спасибо большое, Михаил. Виталий, вы хотели что-то Я сказать? прям Как, очень хочется ответить, как да. действующему преподавателю университета. Смотрите, я не отрицаю важность искусственного интеллекта. Действительно, искусственный интеллект в современном мире, он реально используется разработчиками, и как бы не использовать чат GPT или копиплот гитхабовский, это как-то странно в 21 веке, но не надо абсолютизировать, не надо доводить до ситуации, что нейросетка везде во всем поможет. Кто вам заменит эмоциональную часть, кто вам заменит мотивирующую часть? Вы написали запрос нейросети, нам что-то ответило, вы не поняли и ушли. Вот, то есть нет эмоционального взаимодействия с людьми, нет взаимодействия мотивирующего, и для вас нейросетка это как, как бы некий подчиненный, которому вы даете директиву. Поэтому образовательный процесс, вообще в целом обучение, оно строится не только на сухом предоставлении фактов, да, в той или иной понятной форме, оно еще строится на мотивации и адаптации. Вы когда, Джун, вы сталкиваетесь с проблемами, вам грустно, вы что делаете? Вас нейросетка поддержать особо-то не сможет. Да, вы можете сказать, побудьте моим психологом и поддержите меня, но вряд ли это в реальности получится, потому что, как это, знаете, вот у собак-поводырей есть термин «разумное неподчинение». Вот так же и здесь. Не всегда нейросетка должна исполнять запрос так, как он формулируется. Иногда вообще надо сказать, да, это проблема, и не всегда надо поддерживать, иногда, наоборот, надо поддерживать. Поэтому я здесь не соглашусь с вами, Михаил, в полной мере нейросеть не может заменить человека. Как дополнение, как усиление, да, функции человека, да, как фактология, да, как возможность сильно расширить эрудицию, да, но не как эмоции, чувства, мотивация и вот это развитие этого человека. Тут я абсолютно не согласен. Михаил, я думаю, что вы не согласны тоже. Ну, я просто могу статистику, знаете, как есть такое выражение, статистика вещь упрямая. Так вот, согласно статистике, сейчас вообще, вот у нас, получается, пару лет назад на пике популярности был тренд, который там, вот то, что Greenpeace пропагандирует, всякие там вот эти вот Carbon Blueprints и всякие фреймворки на тему экологии и так далее, и так далее. Сейчас это уже популярность вот этой всей истории немножко подупало, ну, соответственно, в русскоязычном пространстве оно, в принципе, настолько популярно не было никогда, как в мире. А вот новый восходящий тренд, который приходит на смену вот этой замечательной там экологии и заботе об environment, как раз является там well-being или wellness его называют. У нас сейчас популярно есть такая достаточно должность, опять же, не сильно распространенная в русскоязычном пространстве, хотя кое-где встречающаяся, к счастью, которая называется Feel Good Manager. И к чему я об этом вообще говорю? Потому что, опять же, вот мы как компания, которая занимается плотно генеративным ИИ, следим за трендами. И вот одним из таких самых популярных трендов по применению как раз технологий искусственного интеллекта массовому является применение этих технологий как раз вот в процессе борьбы там вот с этим одиночеством, выгоранием и так далее. И здесь, внимание, тоже согласно уже имеющейся наработанной статистике, нейронки в большинстве случаев гораздо тоже лучше справляются, чем живые люди. И это, в принципе, логично, потому что нейронка, она всегда тебя, если ты ее соответствующим образом предварительно там настроишь и научишь, она всегда тебя выслушает, она всегда тебе скажет правильные слова, она тебе никогда не скажет «отвали, мне там сейчас некогда, у меня сейчас свои проблемы и вообще рабочий день закончился». Если конкретно вот этот агент виртуальный, он находится в режиме твоего такого mental health assistant, он будет всегда следовать этой задаче и полностью тебя суппортить. И это очень классно. Вот я тут приведу такой статистический пример. Подтвердил, я не помню, то ли Snapchat, то ли TikTok. Вот они у себя внедрили, это такие социальные сети для определенного возрастного сегмента потребителей. И вот они у себя внедрили как раз вот такого вот, то есть там вот есть чат, у тебя там все твои друзья тусуются, там школьники в основном, Snapchat, по-моему, все-таки не TikTok, и ты там обычно со школьниками там ведешь какие-то формальные или не очень беседы, а потом они внедрили туда вот эту виртуальную сущность. И статистика показала, что вот эти замечательные пользователи, которые там, не знаю, среднего, там, дошкольного, может быть, там
старшего школьного возраста, они с вот этой вот виртуальной сущностью стали коммуницировать чуть ли не большую часть времени, потому что она максимально стала закрывать их потребности в общении, коммуникации, с которыми не могли закрыть их вот там сверстники, одноклассники и так далее. Поэтому тут я прям категорически не согласен. Нейронки, они сейчас это прям супер тренд, именно вот индустрия well-being и wellness, и они очень круто с этим справляются и закрывают очень много проблем там с одиночеством, с выгоранием и так далее. Я могу здесь ответить. Вот есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика, да, то есть любая статистика, ну вот вы говорили про статистику, да, но как бы статистикой всегда можно манипулировать, поэтому перед этим мне бы очень хотелось посмотреть, как шла методология расчета, да, что они туда включали, чтобы было понятно, потому что, знаете, если у вас есть цель продать, вы сделаете так, чтобы статистика показала, что все хорошо, мы же с вами прекрасно все это знаем. Поэтому сначала надо посмотреть, как они это считали. Если это компания, которая занимается именно искусственным интеллектом, или как-то, ну, кроме TikTok, вот то, что вы первые говорили, да, я вот не помню, как вы, то, что с Mental Health, помните, делали. Вот если она как бы занимается искусственным интеллектом, у меня есть серьезные сомнения, так же, как с производителями медикаментов, да, которые некоторые делают тенденциозную выборку, что получают те результаты, которые надо. Не все так делают, но некоторые так делают. Вот. А что касается нейронки, опять же, повторюсь, Михаил, я не говорю, что нейронка – это бесполезно, я не говорю, что нейронка не нужна. Я говорю о том, что нейронка, она не должна быть панацеей, потому что как только мы с вами говорим, что нейронка – панацея, то есть это и психотерапевт, и айтишник, и аналитик, то получается, что все остальные профессии не нужны. Возникает вопрос, зачем нужны люди, да? То есть что они должны делать? Они должны обучаться профессии правильно выстраивать промпты, ну, то есть… Возможно, лет через там 20, 25, 30, когда будут там до конца популяризированы квантовые компьютеры, квантовые вычисления, мы выйдем принципиально на новый уровень, там нейронка полностью заменит человека, но как будто пока что это выглядит так, что, ребят, нейронные сети абсолютно везде классные и крутые, поэтому все остальное нам полностью не нужно. И вот здесь мне хочется подчеркнуть, что пока что нейронные сети не могут заменить эмоции и не могут заменить, вот когда вот я, например, вот своих студентов учу, да, они могут написать запрос, как выучить линейное уравнение, там, как выучить, не знаю, там, линейные матрицы, но у них нет такой потребности, у них нет такого запроса, у них запрос просто решить задачу, и тебе надо адаптировать их так, чтобы они не просто ее в лоб решали, но еще и поняли, что они имеют в виду. Вот без обратной связи ты это не соберешь, а обратная связь – это не просто текстовое сообщение, это еще эмоции, интонация и вообще поведение человека, которое выражено в его действиях. Поэтому я бы сказал, что здесь есть потеря определенной части информации. Все. Сорь за эмоции, мне просто решил… Нет, все нормально. Олеся еще хотела что-то добавить. Олеся тоже считает, что искусственный интеллект ничего не заменит, никого. И ментора тоже. Ну, я просто хотела добавить то, что есть определенные системы корпоративные, которые обладают там определенными особенностями, и мало того, что мы не можем сливать эту информацию о внутреннем устройстве корпоративной системы в чат GPT, это попросту запрещено даже корпоративной политикой делать, то есть он не может отвечать на вопросы. Если уж пользоваться системами искусственного интеллекта для подобных целей, то тогда это нужна какая-то внутренняя система компании, которая не будет выходить в интернет. Вот, это уже в целях безопасности, чтобы не сливать внутреннюю информацию в чат GPT. Ну, и опять же, ментор, он все-таки в этом плане лучше, то есть он также знает особенности конкретной системы лучше, и он может больше задавать вопросы, он видит реакцию ученика, например, его там выражение лица, жесты какие-то, то есть он лучше может оценить, понял ученик, не понял, нужно какие-то дополнительные вопросы задать, что-то еще проверить и так далее. Спасибо большое. Я хотел к Максиму еще обратиться. Максим, а вот вы написали, что у нас вот во внутреннем чате, что это все-таки не менторство, а продвинутый гуглеж. А я слышал, что и вообще джуниорство — это тоже продвинутый гуглеж сам по себе. То есть джуниоры, они как бы тоже ментор, там менторство такое. То есть джуниоры в основном из гугла достают знания, а сейчас они достают знания из искусственного интеллекта, из ChatGPT, и все это менторство, оно такое сейчас имеет, мало общего с тем, что было раньше. Как вы считаете? Вообще я считаю, что абстрактных джуниоров, сеньоров, их вообще на самом деле не существует. Это просто какие-то слова, а существует проблема, которую надо уметь решать. Какой-то скоп проблем, скоп задач. Вот ребята говорили, Александр вроде, что вот есть ответственность. Самая правильная штука. И менторство – это то, что научит тебя решать проблему.
AI, гуглёж и так далее, это инструмент очень крутой. Вот раньше код писали в блокноте, представляете, да? Ну, просто в текстовом редакторе без всего. Сейчас пишут в такой среде, что ускоряет в 10, в сотни раз, чем было раньше. Сейчас AI тебе это позволит еще ускорить, не знаю, в 2, в 3 раза, в 10 раз. И ты должен, конечно, этим пользоваться, не отставать. И вот тоже, как кто-то сказал, что если там через 2-3 года не будете пользоваться AI, то как бы вас всех уволят. Я согласен. Это как бы must-have инструмент в ближайшее будущее. Вот. Но менторство, как я это понимаю, насколько я вот тоже сам с этим сталкивался, это именно обучение решать проблемы, решать задачи, как к ним подходить, потому что это очень такая вещь, которая реально работает на опыте, на отношениях, на каких-то таких очень тонких материях, и это отличается от просто образования. Просто образование, это хорошо. Менторство – это умение решать проблемы. Спасибо большое. Еще хотел зайти к Ивану. Иван, вы там высказывались в защиту преподавателей, что Да. искусственный интеллект не заменит преподавателей, хотя все считают, что уже заменил. На самом деле я не соглашусь с тем, что искусственный интеллект заменит человека, разработчика, тем более, например, преподавателя в университете, потому что Михаил много сказал об преимуществах нейросетей, и это действительно так, но забыл упомянуть их недостатки. И одним из главных недостатков является качество информации, на которой нейронки сейчас обучаются. То есть это процесс неконтролируемый. Что она там узнает, что она знает, что она не знает, какие она из этого сделает выводы. Ты качество этой информации не проверишь, не будя экспертом. Вот, то есть то, что она выдаст в качестве рекомендации Джуну, не факт, что это истина. Вот, плюс я занимаюсь разработкой с 2008 года, у меня есть опыт контрибьюта в open source и так далее. То есть я написал много кода. Нейронка, чему она может меня, например, как разработчика научить? Она училась на том коде, который я когда-то написал. То есть, да, рутину она забирает, она ускоряет процесс, но ни в коем случае она, по моему мнению, не может выступать как наставник. Во-первых, да, как коллеги сказали, эмоциональная часть – это максимально важно. Более того, даже если мы сейчас будем говорить про экспертов, не каждый эксперт может быть хорошим преподавателем. Ты можешь быть 7 пядей во лбу, но объяснить свой предмет, объяснить свою тему человеку так, чтобы он ее понял, найти к нему подход, найти такие формулировки, чтобы это было понятно, это еще не каждому дано. Люди не все еще готовы свои знания, не то что готовы, умеют свои знания правильно передать. Нейронки, я думаю, нас не заменят, потому что мы вот все еще здесь сидим. А звучит, кстати, так, знаете, неуверенно немножко. Я сейчас немножко накину. На самом деле, знаете, говорит, нейронки, как бы, чего она меня научит? Она на моем коде. Так она не только на вашем коде училась, она училась на коде Билл Гейтса, на коде других там людей. Она на всем коде всего мира училась. А вы же, когда университет заканчивали, а вы на чем коде учились? Вы же тоже учились на чьем-то коде? Вы же тоже Да, не имеете своего авторского кода? Естественно, мой тейк в том, что нейросеть не производит новую информацию, она не пишет новый код, она использует то, что уже кем-то было написано. Поэтому если люди не будут что-то новое придумывать, новый код показывать, какие-то новые вещи изобретать, выдавать все это дело, нейронка о них и не узнает никогда. Вот Все в чем понятно. посыл. Я не в том, Понятно. что я там пишу уникальный код. Нет, конечно. Сейчас, Естественно, я переиспользую знания. я понял, спасибо. Сейчас Алена уже там запрокинула голову, думает, боже мой, о чем там? Ну, мы Михаила запустим в этот разговор. Михаил, ворвитесь. Что прокомментировать? По поводу нейронок, я вот, чтобы не спорить, не что-то там рекламировать и прочее, я все-таки не имею, к счастью или к сожалению, к компании OpenAI практически никакого отношения.
за исключением, наверное, лишь того, что мы следим, активно тестируем их продукцию со времен, как GPT-2 вышла там в 2019 году, да, и, в принципе, там я прекрасно понимаю, о чем написано в препринте Гугла 2018 года Attention is all you need, с которого, собственно, вот этот вот восход архитектуры трансформеров и начался. Но я просто вот всех призываю, прежде чем какие-то такие далеко или не очень идущие выводы сделать, сейчас вот просто, по-моему, нельзя бесплатно воспользоваться вот этим вот ChatGPT U1 превью, он доступен только в платной версии, ей, в принципе, достаточно проблематично воспользоваться, находясь на территории Российской Федерации, потому что там что-то VPN какие-то нужны будут, и с оплатой, и карточкой нужно будет что-то изобретать, и, в общем, нужно как-то время потратить и голову напрягать. Но, тем не менее, с другой стороны, вот версия, которая бесплатная, уже воспользоваться немножко проще. И вот все, что было, там, можно, опять же, прежде чем тестировать, если прям совсем интересно, немного недавно на таком замечательном ресурсе, который называется Хабр, была статья, которая подробно разбирает, как, собственно, изнутри вот этот вот U1 превью сделан, и чем все, что было до, отличается от того, все, что стало после, и какой там вообще сейчас есть вот этот зазор для дальнейшего масштабирования, даже не связанного с какими-то алгоритмическими решениями. То есть просто вот та технология, которая есть, ее с помощью каких-то там таких, скажем так, решений, связанных с компоновкой модулей, я бы, наверное, так это сформулировал, и просто наращиванием вычислительной мощности, вот насколько это дальше еще то, что вот сейчас есть в заделе, можно масштабировать и какие результаты можно получать. Вот я просто каждого призываю просто вот для такого общего развития, и вот просто есть вот там, я не знаю, мне кажется, я бы тоже, если бы я там год назад, например, там открыл бы бесплатный чат GPT, что-то с ним пообщался бы, закрыл, я такая фигня какая-то, он там галлюцинирует, он некорректно отвечает, он задачки решать не умеет и прочее. Вот каждый из тех, кто здесь собрался, он является прям экспертом, специалистом там, с высшим образованием в каком-то 100% важном домене знаний. Я не знаю, там маркетинг, может быть что-то еще. Вот понимаю, что немножко сложно там даже к бесплатному чату GPT получить доступ, ну, как минимум VPN будет нужен, но просто вот для общего развития потратьте время, настройте VPN, скачайте бесплатную версию чата GPT, там будет вам U1 мини превью доступен. Попробуйте с ним повзаимодействовать в рамках вот того лимита сообщений, который он вам даст, и посмотрите, как вообще вот он на запросы реагирует. Что там уже не просто ты спросил, он отвечает. У него там есть кое-какие внутренние процессы, и ход он даже частично транслирует на экран. И посмотрите результаты, которые он вам выдает. Попробуйте вот то, что проверка на вшивость, попробуйте его поймать, чтобы он вам что-то некорректно ответил. Если у вас это получится, ну, я снимаю шляпу, потому что вот так вот сходу тех, кто тестирует, этому есть вполне рациональное объяснение. На каких-то простых, не очень задачах не получается вот его уже вот в этой реинкарнации подлавливать. А самое главное, вы можете не просто задать ему вопрос, вы можете ему попросить четко по шагам разложить, как он к данному решению пришел. Это вот уже к вопросу о менторстве, потому что ментор – это не только тот, который может дать решение, а который может еще и объяснить, как это решение было получено. Вот попробуйте просто сами самостоятельно этот эксперимент провести, я вот лишь к одному призываю, и посмотреть, что у вас получится. И, может быть, мы в следующий раз соберемся и как раз вот уже об этом все вместе поговорим. Спасибо большое. У меня еще вопрос к Максиму. Максим тут активно комментировал. Максим, а вообще и может заменить джуниора вообще как таковое? Вот просто отсечь эту начальную стадию и как бы, ну, если компания нанимает себе каких-то специалистов для начала, если компания, например, не хочет вкладываться в обучение сотрудников, может ли она позицию вот эту стартовую, рутинную положить на искусственный интеллект и работать только с мидлами и сеньорами? А кто будет решать эти задачи? То есть кто будет писать промпты и проверять, и тратить свое время, проверять, что они окей? Это будет Ну, делать они middle, промпты напишутся там один senior? раз, там, условно, какие-то там, и будут просто правиться мидлами. А сеньоры будут проверять уже там код окей или не окей. Вообще, можно ли думать, что будет в связи с внедрением искусственного интеллекта произойдет перестройка, и вот джуниоры станут вообще как не нужны, вот стартовые сотрудники вот эти, начального уровня? Нет, я думаю, просто у них изменится немножко круг задач. От них не будет требоваться написать сходу по памяти
классный код, потому что это будет делать нейронка, и они могут ей пользоваться. Вот. У них будет чуть-чуть другие, как мы уже говорили, что да, со временем растут требования ко всем, не только к джуниорам и к старшим более уровням. Поэтому я думаю, что... Ну, факт есть такой, я вот пользуюсь часто, рутинные задачи, какие-то очень простые и рутинные, действительно можно отдавать, и он просто сэкономит тебе кучу времени. Вот прямо сейчас кучу времени уже можно идти экономить, вот прям вот вставайте и экономите. Вот. Но если это происходит на ежедневной основе, и сеньор будет каждый день просто 100% времени делать вот такие задачи с помощью нейронки, то как-то это, видимо, не очень подходящее использование сеньоров для таких задач. Нужны будут, видимо, какие-то другие ребята. Пока Дарья нас не покинула, Дарья, стойте, остановитесь, знаете, как это есть такой известный мем. Пока вы не ушли, вы как считаете, вот у вас аутсорсинговая компания, и вам джуниоры уже не нужны, у вас там можно говорить о том, что как бы потихоньку что-то там искусственный интеллект кого-то там заменит, и останутся только опытные, мудрые аксакалы, которым там молодые и неопытные не нужны? По-моему, это обсуждали на какой-то прошлой дискуссии. Все-таки, чтобы правильно использовать этот инструмент, да, должен быть довольно широкий кругозор. То есть если ты как попка-дурак там это применяешь, то, ну, результат будет соответствующим. То есть, ну, правильно формулировать промпты, и правильно, если мы говорим про то, что нейронка сейчас хорошо пишет какие-то модули, да, какую-то там функциональность конкретную, но это же все надо, опять же, собрать правильно, да, видеть, как эта функциональность будет работать в общей системе. И все-таки люди начинающие на такое, ну, в силу недостатка опыта, недостатка такого кругозора профессионального, да, они не смогут это применять. Опять же, я говорю про разработку Нет, серьезной. так все понятно. Вот они начинающие. Ну, то есть, смотрите, у нас стажерам поручают какую-то рутину, да, вот рутину сейчас заменяют, и стажерам, и джуниорам поручают рутину, да, и таким образом компания отбивает их существование внутри. То есть как получить профит с джуниора? Дать ему сделать хоть что-то. Вот это хоть что-то сейчас делает нейросеть. И то есть у джуниора вообще нет шанса сейчас принести пользу компании. То есть вот ваша компания принимает джуниора. Не все. До сих пор, слушайте, давайте будем честными, да, все равно, мне кажется, вот, окей, по моему ощущению, по крайней мере, 80% компаний используют какую-то автоматизацию, знаете, на пальцах, там, в Excel, да, вот, что-то делают такими старыми непрогрессивными инструментами, вот, поэтому я думаю, конечно, мы стоим на пути того, что нейронки будут одинаково эффективно с джунами или, может быть, даже уже с медлами выполнять задачи разработки. Но тут сильно зависит еще от самой компании, самого проекта, какой инструментарий используется в разработке. И далеко не все пока еще это прям вот активно нейронки используют в своей практике. Но далеко не все. И также проще и надежнее, знаете, там доверить джуну какую-нибудь такую вот прям черную работу, вот как вы говорили, на адовых галерах. Вот пока вот эти адовые галеры и вот эти черная работа, объем все равно ее остается еще достаточно для того, чтобы, скажем так, готовых бороться за то, чтобы за вход в IT, женов накормить задачами. Но все равно это вот оно есть, да, и в достаточном количестве. Дарья, спасибо большое. Спасибо, что вы были с нами. 2 дискуссии подряд. Спасибо, Дарья, большое. Спасибо. Коллеги, у меня еще вопрос. Виталий, вы там много комментировали и по этому поводу. Может, выскажетесь? По поводу замены ИИ или Да, по поводу замены джуниоров ИИ. Ну, знаете, вот смотрите, по моему опыту, не знаю, модель О1 я не тестировал, я тестировал классическую GPT-4 модель. И вот по ней, что я могу видеть? Если мы говорим про какие-то простые алгоритмические задачи, которые четко сформулированы, четко понятны, которые обычно, кстати, дают джуну, то чат GPT с ними хорошо справляется. Ну, то есть, типа, она действительно может нам расписать какой-то вот понятный кейс, если он четкий, конкретный, выверенный, вот так вот как положено. Вот.
А вот когда мы говорим, например, про проектирование архитектуры, по проектированию вообще технологий, которые нужно использовать, про анализ этой технологии, потому что все равно есть временной лаг обучения по модели. Модель не может знать все современные технологии, потому что, ну, как бы OpenAI, насколько я помню, вообще, тут, может быть, Михаил меня поправит, но последняя модель обучалась на данных 2021 Можно по-моему. немножко, извини, Виталий, вклинюсь. Так вот, GPT-4o, скорее всего, все-таки речь идет о тестировании ее предшественника. Она, во-первых, мультимодальная модель, тоже рекомендую, кто не пробовал. Ей можно просто график показать какой-нибудь из презентации, попросить рассказать, что на нем нарисовано, и будете приятно удивлены. А самое главное, GPT-4o умеет прекрасно гуглить и вообще вот делать ресерч, связанный с гуглением. Поэтому, если ее о чем-то спросить, например, скажи мне, там, не знаю, вот что как-то часто джуны делают, они делают, например, там, сравнительный анализ. Вот, скажи мне, какие продукты мне, там, какие-нибудь решения на рынке из самых современных использовать и чем они друг от друга отличаются. Вот можно попробовать для GPT-4o сделать такой запрос, увидеть, как она там прям скажет, что я сейчас гуглю и типа делаю ресерч. Кстати, модель Gemini от компании Google незаслуженно забытая, почему-то так вот Google с маркетингом немножко налажал, она это научилась делать еще раньше, чем ChatGPT, поэтому утверждение, что она там обучалась на каких-то несвежих данных, вот эти данные, на которых она обучалась, это только reasoning, то есть это механизм, который вот это внутреннего анализа данных он формирует. А так все современные нейронки, они прекрасно умеют гуглить, помимо того, что они умеют гуглить, они умеют работать со всякими там этими научными документами сайта, архив, они умеют отдельно работать с Википедией, там куча модулей, которые можно подключать, ты можешь к ней свои знания подкинуть, базу знаний, базу данных компании. Тут вот Олеся говорила про приватность там и про эти протоколы. Во-первых, у того же самого OpenAI есть корпоративная часть, они, по-моему, полгода назад анонсировали, они с удовольствием, ну, не вам, но, в принципе, бизнесу развернут приватную, бизнесу, который вот наш российский бизнес, соответственно, там можно ламу использовать. Михаил, секунду, у нас просто время кончается, да, спасибо большое. В общем, короче, варианты с privacy тоже имеются. Короче, краткий момент. Я считаю, что, смотрите, коллеги, мидлы и сеньоры – это люди, которые имеют свойство уменьшаться. То есть если не предусмотреть механизм и, ну, как бы найма джуно, если мы с вами не примем тот факт и вот прям рынок не пойдет в то, что, ну да, это будет дорого, да, они будут делать ошибки, да, мы на это будем терять, но по-другому люди не появятся. У вас стоимость найма будет только расти, коллеги. У нас стоимость найма растет. У нас сейчас зарплата у курьеров в некоторых регионах до 100 тысяч доходит. Я уже не говорю про айтишников. Вот. И если не предусмотреть механизм воспроизводства этих джунов и не давать им шанса, то мы получим, что у нас стоимость найма мидлов и сеньоров будет под 500 000 рублей, а то и больше. Поэтому надо использовать шансы джунов, даже если вы хотите это делать через, ну, как бы, не заменять это искусственным интеллектом, скорее наоборот, помогать джуну работать с искусственным интеллектом, чтобы какие-то задачки решать, чтобы он постепенно взращивался в мидла. Повторюсь, коллеги, если вы будете нанимать только мидлов и сеньоров, то как бы через 5-7 лет, даже не через 5-7 лет, а где-то через 2-3 года вы рискуете в то, что у вас найм этого мидла или сеньора будет идти от полгода до целого года, а у вас задачи нужно решать здесь и сейчас. Спасибо большое. К сожалению, у нас время кончилось уже. Я думаю, что мы просто про эту тему продолжим в другой дискуссии, потому что осенью получилось очень интересно. Виталий, спасибо вам огромное. И коллегам, которые тут активно развернули эту тему с искусственным интеллектом, с джунами, заменой. Максим, я знаю, что вы хотели тоже все высказаться. К сожалению, формат не позволяет нам продлевать это по времени. Я думаю, что если вы хотите еще раз поучаствовать в такой же дискуссии, мы ее соберем в ближайшее время и еще раз поговорим на эту тему, но уже более детально сфокусируемся, там, скажем, на искусственном интеллекте, на каких-то более технологичных вещах, потому что видим, что это интересно. Я благодарю всех, кто подключился сегодня к нашей дискуссии, экспертов, их было много, может, не все сказали то, что хотели сказать, но я всем благодарен, какие-то мнения мы выслушали, какое-то мнение можно сложить самостоятельно и понять, что можно ли сейчас какую-то турбокарьеру составить или нет. А я жду вас на следующей неделе. У нас новая дискуссия. Тоже следите за нашими анонсами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, если вам интересно. Нас это мотивирует делать больше дискуссий. У нас только в октябре их планируется больше 10, поэтому приходите. Будем рады всем. Будем обсуждать новые темы. А на сегодня всем спасибо большое. Всем пока. Удачи.
Пока-пока.